Как твое тело реагирует на нарцисса рядом с тобой, как на источник угрозы? Дело в том, что когда ты находишься в отношениях с нарциссом, основная вещь, которая происходит, это то, что он удовлетворяет свои интересы, нарушает твои интересы. То есть в этих отношениях он ведет себя так, что тебе становится хуже, а ему лучше. Но в отличие от какой-то явной угрозы, ситуации, предположим, когда кто-то залез перед тобой в очередь, или ситуации, когда кто-то тебя пытается обсчитать, или кто-то пытается тебя обмануть. В ситуации с нарциссом вот эта угроза, она неявная. Нарцисс пытается тебя запутать тем, что он тебе улыбается, он с тобой как-то может приятно разговаривать, он может прикрываться ранее сформированной на этапе лавбомбинга привязанностью. У тебя есть к нему привязанность, ты как-то уже влюбилась, тебе не совсем очевидно, что он действует против твоих интересов. Но если нарцисс может запутать и обмануть твой разум, он не сможет запутать твою гормональную систему, которая ответственна за реакцию на угрозы, это симпатоадреналовая система. И в этом видео мы с вами поговорим о том, как твое тело под действием гормонов, которые реагируют на угрозу, подает тебе сигналы о том, что ты находишься рядом с человеком, который нарушает твои интересы. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Мы сегодня с вами разберемся в том, как нарцисс вызывает у тебя вот эти вот адреналиновые какие-то качели, и как этот адреналин действует на твое тело, чтобы ты смогла распознать, какие проявления в твоем теле говорят о том, что ты находишься рядом с человеком, который тебя разрушает. Если вам эта тема интересна, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы начинаем. Первое проявление нахождения рядом с нарциссом, это если у тебя есть термоневроз, то есть ситуация, когда у тебя повышена температура, где-то вот на полградуса на градус, но при этом нету никаких вот причин, почему бы так было. Ты ничем не болеешь. Тебе не с чего, чтобы у тебя была повышенная температура, ты проходил обследование у терапевта, он говорит, что ты полностью здорова, но при этом температуру ты замеряешь, она у тебя постоянно повышенная. Это адреналин держит твой организм на повышенных холостых оборотах. То есть вот из-за того, что ты находишься рядом с человеком, который тебе угрожает, ты эту угрозу не понимаешь, не осознаешь, а твой организм тебе подсказывает, что тебе нужно будет бежать. Адреналин вырабатывается у животных тогда, когда им нужно либо нападать, либо убегать от источника угрозы. Также адреналин воздействует на сосуды кожи, и ты можешь чувствовать какую-то непонятную такую необоснованную потливость, либо жар или озноб в присутствии этого человека. То есть ты понимаешь, что, предположим, лето или в помещении тепло, а у тебя руки холодные. Или какая-то вот потливость такая, которая ничем не обоснована. И все это происходит рядом с этим человеком. То есть у тебя нарушается терморегуляция, когда ты находишься рядом с человеком, который представляет угрозу для тебя. Угроза, связанная с нарциссом, через адреналин воздействует на твое пищеварение. Дело в том, что вообще вот у животного, когда вырабатывается адреналин, ему нужно либо бежать от угрозы, либо нападать, то вот ЖКТ, пищеварение, это не очень важная функция, и еду нужно сбросить для того, чтобы не тратить кровь, собственно, энергию на пищеварение. Поэтому у человека при остром стрессе это проявляется так называемой медвежьей болезнью и рвотой, но поскольку ты рядом с этим человеком находишься длительно, то и размах этих проявлений он меньше. У тебя не рвота, а какая-то легкая тошнота, либо отсутствие аппетита. У тебя не понос медвежьей болезни, у тебя может быть синдром раздраженного кишечника. Иногда бывает так, что ты даже вот и тошноты не чувствуешь, просто у тебя аппетита нет. У тебя вот почему-то нет аппетита, пока ты находишься рядом с этим человеком. В некоторых случаях бывают перверсии аппетита. То есть у тебя аппетит становится каким-то непонятным. Ты ешь какие-то нетипичные, непривычные для тебя продукты не в то время, в которое ты обычно ешь. То есть адреналин нарушает твое пищевое поведение. У тебя повысится уровень базовой тревоги, если ты находишься рядом с нарциссом. Что такое вот нормальная базовая тревога? Это вот та тревога, которую мы не ощущаем как тревогу, это вот та функция, которая заставляет нас быть осторожными. То есть вот ты поставила кастрюлю, чем-то занимаешься, и эта базовая тревога заставляет тебя время от времени вспоминать, что там вот стоит кастрюля. Это то, что заставляет нас, скажем, заплатить вовремя, например, какую-то коммуналку. Это та тревога, которая заставляет нас вот отвлечься от прослушивания музыки и обратить внимание на светофор, когда ты подходишь к перекрестку. В случае, если ты находишься рядом с нарциссом, твоя базовая тревога будет значительно повышена. Ты будешь возвращаться, вот выйдя на улицу домой для того, чтобы проверить, выключила ли ты утюг, если ты им даже не пользовалась. Просто ты не помнишь. То есть ты будешь просто повышенно суетливой из-за того, что у тебя будет повышен уровень этой базовой тревоги. Плюс ты будешь более остро реагировать на все, там, скажем, тревожные новости. Раньше ты могла их спокойно смотреть, сейчас тебе это выбивает там на полдня. Твой уровень базовой тревоги повышен, потому что ты находишься рядом с источником угрозы. И как следствие повышенного уровня тревоги у тебя будут расстройства сна. То есть ты будешь сложнее засыпать, будешь засыпать позже обычного, будешь долго ворочаться и просыпаться будешь разбитой. Даже если ты, скажем, проспала и поспала чуть больше, все равно ты будешь просыпаться разбитой, потому что невозможно полноценно спать в ситуации, когда твой организм чувствует этот источник угрозы рядом с собой.
собой. Если ты находишься либо долго в таких отношениях, либо эти отношения такие высокоинтенсивные, то есть нарцисс часто и очень много нарушает твои интересы, ты можешь замечать перебои в сердце, которых раньше не замечал. При том, что у тебя нет никакой кардиопатологии, ты обследовалась, у тебя с сердцем все хорошо, но время от времени ты чувствуешь такие перебои в сердце, где-то вот в груди что-то вот колотится. В более сложных ситуациях ты можешь столкнуться с паническими атаками. Когда организм больше не может просто отлететь, он начинает вспыхивать. То есть все эти симптомы начинают возникать остро в один момент, и это проявляется в виде панической атаки. Это очень тяжелая ситуация. Часто бывает, что когда у человека, который находится рядом с нарциссом, возникает паническая атака, он начинает лечить себя. Не свои отношения, он не думает о том, что делает другой человек по отношению ко мне. Ты начинаешь думать о том, что с тобой происходит, потому что паническая атака достаточно такая пугающая. У меня на канале есть видео, посвященное паническим атакам, так что если эта тема вам интересна, можете посмотреть отдельные специальные видео. Ну и по традиции я попрошу вас поделиться своим опытом, если вы находились в отношениях с нарциссом, как ваше тело реагировало. Какие сигналы вашего тела позволили вам узнать нарцисса рядом с собой. Если эта тема кажется вам важной, обязательно поставьте лайк, я буду вам очень благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Поделитесь этим видео в своих соцсетях. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.